В глухой северной тайге, где сосны стояли плотной стеной, ветер выл между их стволами, словно предупреждая о чем-то недобром, жила молодая женщина по имени Алина, которая недавно родила сына и была вынуждена временно укрыться в старом охотничьем домике вдали от ближайшей деревни, потому что метель перекрыла все дороги и лишила ее возможности вернуться домой, и в одну особенно холодную ночь, когда огонь в печи начал угасать, а за окном раздавался хруст снега под чьими-то тяжелыми лапами, она проснулась от странного ощущения тревоги и едва уловимого скрипа двери, которая, как ей казалось, была крепко заперта перед сном, и в тот момент, когда она приподнялась с постели, чтобы проверить, все ли в порядке, из темноты проема показалась огромная тень, и холодный свет луны выхватил силуэт волка с горящими глазами, который, почуяв запах новорожденного ребенка, медленно и осторожно начал пробираться внутрь, ступая почти бесшумно, словно знал, что каждое лишнее движение может его выдать. Сердце Алины бешено заколотилось, но она не закричала, понимая, что любой резкий звук может спровоцировать хищника. Вместо этого она схватила первое, что оказалось под рукой, старую железную кочергу, и, собрав всю свою смелость, встала между волком и колыбелью, в которой тихо посапывал ее сын, не подозревая нависшей над ним опасности. Волк остановился, его уши настороженно дернулись, он внимательно посмотрел на женщину, словно оценивая, стоит ли рисковать, и сделал еще один шаг вперед. Его пасть приоткрылась, обнажив острые клыки, и в этот момент Алина резко ударила кочергой по железной заслонке печи, издав оглушительный звон, который эхом разнесся по маленькому домику. Волк вздрогнул, отступил на шаг, но не убежал. Тогда она закричала изо всех сил, размахивая кочергой и делая вид, что готова броситься в атаку. Ее отчаянный крик, смешанный с треском догорающих дров и воем ветра за стенами, наконец заставил зверя отступить. Он медленно пятился к двери, не сводя с нее глаз, а затем резко развернулся и исчез в ночной темноте, оставив после себя только следы на снегу и тяжелое дыхание, застывшее в холодном воздухе. Алина еще долго стояла, не опуская руки, боясь, что он может вернуться. Но когда тишина окончательно воцарилась, она опустилась рядом с колыбелью, прижала к себе ребенка и тихо заплакала, понимая, насколько близко она была к тому, чтобы потерять самое дорогое.